До 24 февраля 2022 года каждый год, 9 мая, я публиковал пост о подвигах своего деда, участника Великой Отечественной войны. Вот уже 4-й год подряд я не стану этого делать. После того, как этот день и саму память тех, кто погиб ради победы над немецким фашизмом, Путин превратил в идеологическую основу для российских военных преступлений в Украине и для укрепления нового имперского фашизма, который сегодня говорит на русском языке. 9 мая я вспоминаю своего деда. Но я не хочу становиться частью путинского победобесия. Потому что сегодня любое публичное упоминание о той победе, каждая георгиевская ленточка становится частью фальшивого пропагандистского хора, который использует эту дату не для памяти, а для оправдания новой войны. Я не хочу, чтобы подвиг моего деда стал частью лживой, подлой и чудовищной риторики о борьбе с какими-то выдуманными украинскими нацистами. И я уверен, что мой дед тоже бы категорически этого не хотел. Мой дед, Журавлев Иван Сергеевич, ушел на войну в 18 лет. Он доблестно воевал за свою родину, сражался за то, чтобы защитить свой дом, чтобы его родную землю не топтали сапоги оккупантов. Проявив мужество, уже в 20 лет он был награжден медалью за отвагу. Медаль, которая на фронте ценилась выше орденов, а заслужить ее можно было лишь с огромным риском для жизни на поле боя. После войны он встретил мою бабушку, и они прожили вместе долгую и счастливую жизнь, большая часть из которой прошла в Украине, где он и был похоронен. Моя бабушка Лидия Григорьевна, вдова ветерана Великой Отечественной войны. В мае этого года, дай бог, ей исполнится уже 98 лет. Она продолжает жить в Украине вместе со своим сыном, моим дядей, которому уже 73 года, и значительную часть своей жизни он отдал службе в советской армии. 24 февраля 2022 года Путин решил, что они должны быть уничтожены. В один день из ветеранов для него они превратились в укронацистов и стали законными целями для российских бомбардировок. А вместе с ними в праве на жизнь было отказано еще многим тысячам таких же людей в Украине. Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Трудового фронта, детям войны и просто всем тем, кто достойный уважения хотя бы за их седины, за их честный трудовой путь. Это и есть подлинное лицо путинского фальшивого и лицемерного уважения к ветеранам, к памяти предков, к истории о великом подвиге советского народа, победившего фашизм. Все это ложь, обман и манипуляция. И в этой лжи во всей красе проявляется циничность путинского режима и истинная суть всего этого победобесия. Говорить о почитании ветеранов Великой Отечественной войны и одновременно убивать их в Украине. 18 марта 2022 года в результате очередной российской бомбардировки Харькова погиб ветеран Великой Отечественной войны Борис Романченко. Он был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд Дора, организации, занимавшейся расследованием и сохранением памяти о нацистских преступлениях. В годы Второй мировой войны Романченко был узником сразу 4 концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнда. После распада СССР он начал собирать сведения о преступлениях нацистского режима. Как сообщает Международный комитет Бухенвальд-Дора, один из снарядов попал прямо в дом Романченко. Ветеран скончался в собственной квартире. Провозглашать борьбу с фашизмом и действовать методами Третьего рейха. Называть себя наследниками великой победы советского народа и тут же, в лучших традициях гитлеровского вермахта, бомбить город-герой Киев. Громко кричать о памяти предков и предавать все, за что они сражались. Путин – это не продолжатель дела победы, он ее палач. Он топчет эту память каждый день, начиная с момента, когда отдал приказ напасть на Украину. Так мало того, что вы убиваете, это война, так вы же уничтожаете наши города, наших людей, наших детей. Так это что, не фашисты они? Они хуже фашистов. Фашисты-то были наши враги. У нас разные идеологии были.
У нас совсем другое воспитание. У нас все другое. А это кто? Это же вы же братья были наши. Там же половина украинцев живет в России. Тут же русские живут, которые... Как же так? Нет, это хуже, чем фашисты. В России любят говорить, что фашизм в прошлом был в гитлеровской Германии. А сейчас он якобы в Украине, в Европе, в Америке. Он везде, кроме России. Путинский режим нагло врет. А россияне просто боятся взглянуть правде в глаза. Нужно понимать, фашизм – это не только свастика. Это культ силы, культ войны, культ вождя. Это презрение к слабым. Это проповедь ненависти к чужим. Это все то, чем сегодня живет Россия. Это та идеология, которую путинский режим взял на вооружение, забивает ею головы россиян и распространяет по всему миру. Кто из вас воспитан патриотически? Кто из вас любит свою родину до того, что готов поддержать своих соотечественников и единым маршем славить Россию? Слава России! Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации, когда речь идет о погибших в войнах, отдавших свою жизнь в любви к родине и служению. И ныне я благодарю вас за этот жест, за эту мощь. Считаешь, вот на вопрос, а как вы относитесь к украинцам? Точно так же, как они ко мне. Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять безо всякой жалости. Перевоспитывать их бесполезно. То, что их хоронят в промышленных масштабах, это на пользу им самим и нам тоже. Вот такое примерно отношение. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать. История показывает, что фашизм легко возрождается там, где людям внушают право на агрессию, где диктатор называет войну святым делом и восстановлением справедливости, где миллионы начинают верить, что убийство – это защита, а разрушение – это возрождение. Путин действует по отработанному сценарию всех фашистских диктатур 20 века. И закрывать на это глаза – значит повторить трагедию прошлого.